Очень часто при дисфункции плечевого сустава пациент говорит следующее. Спрашивает, так его нужно закачать, и они благополучно идут в фитнес, и тут такое есть деление. Кто-то делает упражнения, и боли уменьшается, становится лучше, а кто-то делает упражнения, хорошо, если боли остаются на прежнем уровне, а зачастую они усиливаются. Во втором случае вам организм говорит, не делай этого. Мы делаем только хуже, нужно разбираться. Так вот, есть такое правило. У нас мышцы должны работать в правильном режиме на 100%. Если мышца работает, скажем, на 60-70%, и в ней снижен тонический компонент, а мы работаем за счет другого компонента, тогда биомеханика сустава нарушена, и вы можете условно поделать упражнения и в домашних условиях, и вам может стать лучше. Но у вас сустав все равно работает неправильно. Самый оптимальный вариант – протестировать эти мышцы. Для этого используется мануальное мышечное тестирование, исследование миотатического рефлекса. Найти те мышцы, которые создают сбой в суставе, неправильно работают. Убрать причину, из-за которой они неправильно работают. Они тут же включаются, и после этого ваши движения дома, движения во время ходьбы, у нас двигаются конечности, движения во время дня на работе, в фитнесе, создадут такой оптимальный режим работы сустава, который позволит суставу не беспокоить, позволит работать полноценно и в течение десятилетий вас не беспокоить. Это только такой подход в лечении является максимально правильным. А зачастую, когда пациенты приходят на прием и говорят о том, что у них болит плечевой сустав, когда с ними общаешься, на самом деле у них аналогичная ситуация была 2 года назад с этим суставом, 3 года назад с противоположным суставом. Это говорит о том, что проблема не решена, и сустав работает неправильно. И дальше он будет хуже работать, и мы благополучно просто пациента доведем до протезирования сустава. Вот, чтобы этого не возникло, нужно исследовать сустав при помощи тестирования и полечить при помощи метода PDTR. Единственный метод, который позволит сделать так, чтобы ваш сустав никогда не требовал протезирования.